Многие цветоводы мечтают не только украсить на весь сезон свой сад, но и домашний интерьер. Таких универсальных красивых культур для комнатного и уличного выращивания не так уже много. Яркое, обильно цветущее растение, о котором сегодня пойдет речь, восхитит своим видом кого угодно. С его помощью можно легко украсить не только территорию сада, но и террасу, балкон и ваш дом. Эта высокодекоративная культура по праву считается лидером садового и комнатного озеленения. А все потому, что оно отличается не только привлекательным видом и легким уходом, но и длительным периодом цветения, который может радовать на протяжении всего года. Сегодняшнее видео про катарантус. Считается, что этот красивый цветок родом с острова Мадагаскар. Именно там можно повстречать более 7 его разновидностей. Название катарантус переводится как «ясный» или «безупречный цветок». Это растение относится к вечно зеленым многолетним полукустарникам и в естественной природе может вырастать до 1,5 метра в высоту. В садах средней полосы его выращивают как однолетнюю или комнатную культуру с высотой от 20 до 60 сантиметров. Катарантус хорошо размножается самосевом, но его молодые нежные всходы нужно беречь от возвратных заморозков. Эта южная культура не переносит морозы и сможет зимовать только при плюсовой температуре, например, в комнатных или тепличных условиях. Но для украшения переднего плана клумб и создания ярких миксбордеров и рабаток этому цветку мало равных, так как его цветение невероятно обильное, эффектное и, что важно, длительное. А если перед наступлением холодов вы занесете растение в дом, то катарантус станет ярким украшением вашего домашнего интерьера. Хотя этот цветок можно изначально выращивать как комнатную культуру, предоставив ему теплый и хорошо освещенный подоконник. При расположении катарантуса на северных окнах ему потребуется дополнительное освещение. Друзья, я буду признательна всем, кто поделится своим опытом выращивания катарантуса. Отдельное спасибо вам за ваши лайки, советы и комментарии. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Катарантус поражает яркостью своих расцветок. Его цветы могут быть самой разной окраски, от белоснежной и нежно-розовой до ярко-красной и даже темно-фиолетовой. Их диаметр составляет около 5 см. В центре цветов часто имеется контрастный по цвету глазок. У катарантуса также очень красивая удлиненная листва, насыщенного зеленого цвета. Кстати, многие путают катарантус с бальзамином и импатиенсом. Действительно, у этих растений очень схожий вид кроны и цветов, но катарантус отличается от них своей глянцевой, более узкой и плотной листвой, которая имеет характерный блеск. При достаточном уходе этот полукустарник красиво выглядит даже вне цветения, хотя он почти всегда покрыт множеством ярких цветов, которыми можно любоваться очень долго. Его объемные компактные кустики красиво смотрятся вдоль садовых дорожек. Ими часто украшают парадную зону и цветочные клумбы. Катарантус высаживают в контейнеры для озеленения входа в дом, террасы, городского балкона и домашнего интерьера. Очень красиво выглядят его ампельные сорта подвесных кашпо. Соблюдая несложные правила ухода, это растение будет украшать ваш цветник с июня по октябрь. А при комнатном выращивании почти круглый год. Катарантус предпочитает солнечные участки, но он также любит умеренную влажность. Хотя его кустики достойно переносят временную засуху и после полива хорошо восстанавливаются. Чтобы их часто не поливать, почву под растениями можно замульчировать. Грунт по возможности должен быть рыхлым и питательным, с хорошей влагопроницаемостью и нейтральной реакцией в пределах 5,5–6 pH. Катарантус очень любит опрыскивание по листьям теплой, мягкой водой, особенно в жаркий период. Для обильного цветения кустики можно подкармливать 1–2 раза в месяц полным комплексом удобрений для цветущих культур. Но этот цветок настолько живуч и неприхотлив, что станет цвести даже без внесения подкорма. Катарантус удобен еще и тем, что его крона довольно компактная и не нуждается в частой формировке. Она не разваливается и не оголяется снизу, за счет чего посадки катарантуса красиво выглядят как на клумбе в открытом грунте, так и в кашпо. Единственное, что подросшую рассаду можно несколько раз прищипнуть для формирования боковых побегов. Приятно и то, что катарантус самоочищающийся. Его цветы
после увядания опадают самостоятельно, и их не потребуется удалять. Это растение при достойном уходе редко болеет и практически не поражается вредителями. Однако при повышенной влажности, особенно в холодный период, может проявиться корневая гниль и грибковая пятнистость листвы. С похолоданием полив катарантуса сокращают. Еще одна ошибка начинающих цветоводов в том, что в зимний период они располагают горшки с катарантусом вблизи отопительных приборов. Делать это ни в коем случае нельзя. Этот цветок должен зимовать в прохладных условиях, желательно при температуре не выше 15 градусов тепла. Для этой цели подойдет крытая веранда или лоджия. Однако, если вы хотите радоваться его цветам как можно дольше, то растению потребуются более теплые условия с комнатной температурой. Но следует знать, что такое неустанное цветение без периода покоя сильно истощает растение, и такие кустики со временем могут погибнуть. Катарантус легко размножить семенами, укоренением черенков и делением куста. Но в случае посева своего собранного семенного материала гарантии, что вырастут такие же расцветки, не будет. В этом случае проще начеренковать веточки катарантуса. Семена высевают на рассаду уже в феврале, а в открытый грунт растения пересаживают, когда минует угроза возвратных ночных заморозков. В средней полосе это середина или конец мая. Грунт следует подготовить заранее, внести в него дренаж. Подойдет речной песок, нейтральный торф или перлит, хорошо перепревший компост и садовую почву. Можно приобрести в магазине уже готовый питательный универсальный субстрат. При посадке рассады располагайте ее на расстоянии друг от друга приблизительно 30-35 см. При контейнерном выращивании в один не очень крупный горшок можно высадить по 3 растения. Как можно сохранить кустики на зиму? Катарантус надо успеть выкопать до прихода осенних холодов, пересадить их в контейнеры и занести в дом или крытую теплицу. Зимой их полив сокращают, а подкормки полностью прекращают. Хочу обратить ваше внимание на такие красивые сорта, как Виктория, с крупными вишневыми цветками и ярким глазком по центру. На компактную, до 30 см высотой, сортосерию Пацифика. Карликовый сорт до 25 см Хитвейв с ярко-красными, около 5 см диаметром цветами. И ампельную серию для подвесных кашпо под названием Каскад. Выращивать эти растения под силу даже начинающим цветоводам. Уверена, что эти цветы вас не разочаруют, и с их помощью вы легко, а главное на весь сезон, украсите цветением свой сад, придомовую территорию и домашний интерьер. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.